А мы продолжаем расследовать трагедию группы Дятлова. На этом этапе наш главный источник – это сухие, психологически тяжелые акты судебно-медицинской экспертизы. Не каждый их выдержит. Все хотят упрощенного объяснения случившегося, но так не получится. Именно эти акты фиксируют то, что происходило с дятловцами 1 февраля 1959 года. В этой серии мы внимательно присмотримся к судмедэксперту Возрожденному и постараемся понять, почему так много дятловедов им недовольны, почему его работу критикуют, обесценивают. Также мы проследим последние минуты жизни Юры Дорошенко. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Итак, мы определили ранее, что Дорошенко вместе с Кривонищенко подошли к лесу, и там их встретили чужие, которые наблюдали за ними с кедра. О Юрии Кривонищенко мы рассказали в предыдущей серии, о том, как он потом вскарабкался на кедр и пытался оставить месседж тем, кто его найдет. И тут мы не согласимся с Титовым, который считает, что Дорошенко тоже полез на кедр и его оттуда стаскивали. Судмедэкспертиза это не подтверждает. Изучив ее, передо мной нарисовалась следующая картина. Дорошенко физически сильный парень, и, конечно, он сопротивлялся, когда с него снимали верхнюю одежду. Там определенно была какая-то потасовка. Но никаких догадок о поведении Дорошенко у нас нет, кроме того, что его тоже нашли раздетым до нижнего белья рядом с Кривонищенко. Одежда Дорошенко, в которой его обнаружили. Это ковбойка с коротким рукавом, синяя в красную клетку, майка-безрукавка трикотажная, кальсоны порванные, на левой ноге 2 пары носков с разрывами. На одном носке имеется обожженный участок размером 2 на 5 см, темно-коричневого цвета. На правой ноге остатки хлопчатобумажного носка с резинкой. Что до следов огня? Как видим, носки чуть-чуть обгорелые. Скорее всего, это от костра. Также в правой височно-теменной и затылочной области имеется обожженный участок кончиков волос. Волосы испачканы остатками мха и иголками хвойных деревьев. То же самое. Тело Юры могли положить на еще горящую ветку. И ожоги ушей. Прямо об этом эксперт не сказал, но отметил, что ушные раковины овальной формы синюшно-красного цвета. В области козелка и мочки правой раковины плотные участки буро-красного цвета, размером 6 на 1,6 см. На левой ушной раковине участок такого же цвета пергаментной плотности. Ключевое здесь это признак пергаментной плотности. Так описывают кожу, которая высохла, уплотнилась, стала желтовато-бурой, напоминает пергамент. Причина не обязательно пламя, достаточно сильного жара. Почему это не от низкой температуры? Потому что контраст. Тело синюшное от холода, а отдельные участки буровато-красные, плотные. Дело в том, что уши очень уязвимы к жару костра, и получается, что Дорошенко лежал очень близко к огню, но уже был в таком тяжелом состоянии, что у него не хватало сил отодвинуться. При гипотермии люди иногда буквально замирают у источника тепла. Теперь выберем из акта судебного исследования наиболее существенные моменты. Первый. В области правой щеки мягкие ткани покрыты слоем пенисто-серого цвета жидкости, из отверстия рта следы выделений жидкости серого цвета. Пена изо рта – это признак тяжелого физиологического коллапса, то есть падение кровяного давления и ухудшение кровоснабжения жизненно важных органов. Также серая пенистая жидкость указывает на отек легких, который случается при тяжелой гипотермии. Второе. Ссадины на руках разные. Одни пергаментной плотности, без кровоизлияний. Это означает, что они возникли уже в состоянии агонии или после кончины. Другие – это раны, при которых обнаружено кровоизлияние в подлежащих тканях. Это прижизненные. Обратим внимание на ссадину на локтях. На боковых поверхностях левого локтевого сустава мелкие ссадины буро-красного цвета пергаментной плотности и ссадины такого же цвета размером 2 на 3 см со следами скольжения в виде полос параллельно расположенных. Эти следы скольжения на локте
в виде полос свидетельствуют о том, что или тело Юры тянули, или он сам полз на локтях. И второй вариант более вероятен, так как Дорошенко физически сильный, мышцы его хорошо развиты, переломов нет, и он пытался куда-то подползти и может даже к костру, чтобы согреться. И выходит, что пока Кривонищенко находился на кедре, Дорошенко или не смог на него вылезть, или пытался, но у него не получилось, или вообще не счел нужным это делать в той ситуации. Отсюда разница в их ранах. У Кривонищенко больше травм, связанных с нахождением на дереве и огнем. У Дорошенко травмы такие рассеянные, выглядят как такие, что получились от хаотического движения. Юра Дорошенко падал, поднимался, полз, всячески вертелся. Исследование внутренних органов дополняет картину. Первое. Головной мозг. Мягкая мозговая оболочка мутная, набухшая, извилины и борозды сглажены. Вещество мозга представляет собой желеподобную массу. Это отек мозга и означает резкое нарушение кровообращения, нехватку кислорода, венозный застой, быструю потерю сознания. Второе. Сердце и кровь. В правой и левой половине сердца до 270 кубических сантиметров жидкой темной крови. Это признак асфиксии и гипотермии. Сердце боролось за жизнь до последнего. Третье – это легкие. Та самая пенистая кровянистая жидкость стекает в большом количестве. Это мы уже говорили, отек легких, что означает медленное угасание. И четвертое – желудок. Большое количество мелких кровоизлияний, пятна Вишневского. Это типично при переохлаждении, такие пятна возникают еще при жизни от спазма сосудов. Все это однозначно подтверждает, что Дорошенко замерзал достаточно долго, чтобы все вышеназванные признаки сформировались. Гипотермию подтверждают и хорошо выраженный венозный рисунок на внутренней поверхности правого плеча и на задней внутренней поверхности бедер и голеней. Это типично для медленного замерзания живого организма. И заключение эксперта, который посчитал, что Дорошенко ушел из жизни в результате действия низкой температуры, замерзания, о чем свидетельствует отек мозговых оболочек, резкое полнокровие внутренних органов, переполнение жидкой темной кровью полостей сердца, наличие пятен Вишневского на слизистой желудка, переполнение мочевого пузыря, а также обморожение пальцев конечностей 3 и 4 степени. При наружном исследовании повреждения в виде осаднений, ссадин и кожных ран причинены тупым орудием, которые могли возникнуть в результате падения или ушиба о камни, лед и прочее. Вышеуказанные повреждения были причинены как при жизни, а также в агональном состоянии и посмертно. По характеру вышеуказанные повреждения относятся к разряду легких без расстройства здоровья. Данные исследования Дорошенко дают основания полагать, что прием пищи у него был за 6-8 часов до момента смерти. Наличие алкоголя при исследовании не обнаружено. Смерть насильственная, несчастный случай. Конец цитаты. Итак, главное. Эксперт абсолютно уверен в переохлаждении. Признаки все налицо. Отек мозговых оболочек, сглаженные извилины – это типичный финал от тяжелой гипоксии. Дорошенко достаточно долго пребывал в состоянии умирания, вероятно, десятки минут. Кривонищенко, судя по всему, ушел из жизни раньше, так как его организм был истощен тяжелыми ожогами. Пятна Вишневского в желудке – это точечное кровоизлияние на слизистой оболочке желудка. Не все судмедэксперты их находят, их нужно искать. Это опять же признак гипотермии. Переполненный мочевой пузырь. При замерзании часто возникает так называемый холодовой диурез. Человек хочет в туалет, но уже не способен двигаться. Организм Дорошенко сильный, здоровый, долго боролся за жизнь. Обморожение 3-4 степени – это не быстрый процесс. То есть Юра был в сознании значительную часть этого времени.
Принимал пищу он за 6-8 часов до момента, когда жизнь его покинула. Это очень важный маркер, который ломает основные дятловеческие версии. Они упорно отмечают годовщину трагедии 2 февраля. Типа при неразобранной печке, холодный ужин без чая или какао, и легли спать в холодную ночевку. Зачем тогда печку с собой тащили? Не вяжется никак такая версия. Но мы-то знаем, что на самом деле все это случилось 1 февраля. Если Дорошенко умер по нашим подсчетам часов в 7 вечера, то как раз он обедал днем на привале. Вывод эксперта формально звучит так. Смерть насильственная – несчастный случай. Для современного уха это удивительно, но в советское время насильственная смерть считалась любая от внешнего фактора. Сюда входили утопление, замерзание, ожоги, падение с высоты. Из протокола допроса свидетеля Масленникова, который нашел тела ребят под Кедром. Дорошенко лежал лицом вниз, руки под головой. Под Дорошенко было 3 или 4 сучка кедра одной толщины. Конец цитаты. А трупные пятна у Юры на затылке. Это значит, что его после смерти переносили и переворачивали. И на этом месте, кстати, придется первое лирическое отступление о судмедэксперте Возрожденном. Им дятловеды страшно недовольны, преимущественно те, кому он мешает, потому что акты Возрожденного упорно не желают укладываться ни в лавины, ни в ракеты, ни передрались и сами замерзли. Да, безусловно, на эксперта давили прокуроры, и ему приходилось сглаживать некоторые формулировки, а какие-то моменты выражать более осторожно, чем хотелось бы его критикам. Но это было административное давление, а не профессиональная некомпетентность. Эксперт Возрожденный сделал главное. Он описал то, что видел, а не то, что укладывалось в прокурорскую версию. Он фиксировал ожоги, отмечал пергаментную плотность ссадин, честно указал на сочетание прижизненных, агональных и посмертных повреждений и оставил в акте то, что десятилетиями не смогли переварить псевдоисследователи. Проблема тут не в Возрожденном. Проблема в том, что за все эти десятилетия его акты никто не хотел или не умел анализировать. Что-то дятловеды вырывали из контекста, что-то читали выборочно и приходили в бешенство, когда какой-то пункт не совпадал с их 74 версиями. Но Возрожденный не обязан был объяснять, кто и зачем. Он сделал свою работу и сделал ее достаточно грамотно для того времени. И если до сих пор его акты считаются нечитабельными, это не его вина. Это вина тех, кто вместо анализа предпочитал заниматься мифотворчеством и кто всячески обесценивал его работу. И именно поэтому сегодня очевидно, что Возрожденный был не идеальным, но достаточно профессиональным экспертом. И именно по его актам мы сейчас восстанавливаем, что на самом деле случилось с дятловцами. И еще один момент, о котором почему-то забывают самые громкие критики Возрожденного. Вскрытия проводились в Ивделе для первых 5 тел практически на месте трагедии. Возрожденный и те, кто подписывали акты, прекрасно понимали, что это не внутренняя бумажка для районного прокурора. Они знали, что тела будут отправлены дальше, в Свердловск, а может и Москва ними заинтересуется. Дело ведь обещало стать громким. Акты эти пойдут по инстанциям, где их будут изучать под микроскопом другие эксперты. И это понимал не только Возрожденный, но и прокуроры. Они могли только в деталях что-то подсказать, но они бы не посмели кардинально менять картину травм. Посмотрите, кто подписал акт Дорошенко. Сам Возрожденный – это судмедэксперт общего профиля Свердловского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Проживал в Свердловске. Это не какой-то лепило из Ивдельской районки. Лаптев возглавлял горздрав города Североуральска, по совместительству работал судмедэкспертом. Прокурор Свердловской облпрокуратуры Клинов, прокурор-криминалист Свердловской областной прокуратуры Лев Иванов при 2 понятых, председатель правления спортклуба УПИ Гордо и конюха-возчика при Центральном больничном управлении Наскичева, единственным жителем Ивделя в этой компании.
таких условиях откровенно фальсифицировать было не просто рискованно, это означало гарантированно разрушить собственную профессиональную карьеру. Любая грубая подмена, любая зачистка очевидных повреждений неизбежно вылезла бы на следующем уровне экспертизы. Именно поэтому Возрожденный не придумывал ничего лишнего. Его акты пережили и прокурорское давление, и 74 версии. Возрожденный работал весьма добросовестно, его акты не похожи на документ, написанный под диктовку, подделывать такие вещи практически невозможно. И вот небольшая ремарка о его критиканах. Вопросы по актам судебно-медицинской экспертизы Возрожденного 1959 года. Приглашенные современные эксперты придираются к опечаткам, форме акта, печати где-то не поставили. Их замечания больше похожи на то, что они пришли на конференцию просто поумничать. Вопрос третий. Есть ли в актах судебно-медицинской экспертизы очевидные несоответствия и медицинские ошибки? В ответ современные эксперты не поленились и перечислили все орфографические ошибки в актах. Цитирую: «Несколько раз путаница в единственном и множественном числе щитовидная вместо щитовидной, надпочечники вместо надпочечники». И заключение этих экспертов. Все эти 9 актов именно в таком виде, какими мы их видим в уголовном деле, к СО, Бюро судебной медицинской экспертизы, никакого отношения не имеют. Их там никогда не было. И не только из-за отсутствия печатей, но еще из-за того, что при такой просто вопиющей медицинской безграмотности они уже и так теряли свой юридический статус. Конец цитаты. И я нашла в критике этих товарищей одно место, которое попало на глаза, потому что я тоже уже в этих актах поднаторела, и тут вижу такую их фразу. Вот цитата из акта, которым эти товарищи недовольны. Правая половина лица несколько отечна, на ней множество мелких ссадин неправильной формы пергаментной плотности под сухой коркой, переходящей частично на область подбородка. Конец цитаты. И комментарии этих современных экспертов. Не бывает такого вида повреждений ссадин пергаментной плотности под сухой коркой. И, внимание, ссадины пергаментной плотности – посмертное повреждение, а корка на ссадинах – признак их заживления. Естественно, я удивилась такой трактовке, потому что сама руководствовалась в анализе актов учебно-методическим пособием для студентов «Судебно-медицинская экспертиза механических повреждений». И вот цитата из этого пособия. В судебно-медицинской практике приходится дифференцировать прижизненные и посмертные ссадины. Последние представляют собой плотные подсохшие участки кожи желтого или желто-коричневого цвета. За плотность и цвет их называют пергаментными пятнами. Бесспорными показателями прижизненности ссадин являются признаки заживления, однако они выражены лишь тогда, когда от момента причинения ссадины до смерти прошло не менее 40-60 минут. Ссадины, возникшие непосредственно перед смертью, практически неотличимы от посмертных. Конец цитаты. В этом учебном пособии прямо говорится, так называемые пергаментные ссадины не являются доказательством посмертного происхождения. Они могут возникать и непосредственно в агональном состоянии, и тогда по внешнему виду они практически неотличимы от посмертных. Поэтому утверждение данных товарищей о том, что все такие раны пергаментной плотности точно нанесены после смерти, это упрощение, удобное для 74 версий дятловедов. Но наука говорит, что такие раны могли быть нанесены в агональном состоянии, то есть и за полчаса до смерти, что и отмечал затюканный дятловедами эксперт Возрожденный. И чтобы поставить точку в этом вопросе, давайте тогда разберем, что такое пергаментная плотность. Термин пергаментной плотности означает высохшую, обезвоженную кожу без активного кровотечения. Она плотная, сухая, иногда буровато-коричневая.
Помните, мы акцентировали внимание на мощную фразу Возрожденного в актах Кривонищенко и Дорошенко. Повреждения были причинены при жизни, в агональном состоянии и посмертно. Агональное состояние – это когда сердце еще работает, кровь циркулирует, но реакция тканей уже минимальна. Повреждение тканей не приводит к кровоизлияниям, хотя и наносятся еще живому человеку. А это значит, что Возрожденный где-то уступал прокурорам в мелочах, но для коллег-экспертов оставил эту фразу, так как, видимо, сам понимал, что трагедия этих ребят не связана со стихией. То есть коллеги-эксперты лучше других должны были бы понимать, что еще живых ребят незадолго до смерти кто-то тащил куда-то, переворачивал, передвигал, потому что сами они в таком состоянии уже не способны были двигаться. И второе лирическое отступление, без которого никак не понять картину происходящего. И я эту линию веду с первой серии. У тех, кто понимает, что мы, может, ошибаемся в деталях, но не в общей генеральной картине происшедшего, часто возникает впечатление, что чужие это были просто такими безжалостными людьми на уровне психопатов. Но нет, сказать, что чужие получали удовольствие от страданий туристов, это ничего не объясняет, потому что это не расстройство личности и не психопатия в медицинском плане. Это другое, это скорее социальное явление. Действия чужих холодные, без признаков эмоций или истерики. Их жесткость – это отработанный годами инструмент. Чужие – это не киношные безумцы, это гораздо хуже. Это люди, для которых чужая боль не более чем рабочий процесс. Такими их воспитала система. И здесь уместнее говорить о том, как система ГУЛАГа дегуманизировала сотрудников своих учреждений. В той системе МВД и НКВД советская власть сделала насилие нормой. У ее сотрудников выработалась привычка доводить дело до конца, не думая о последствиях, при этом не проявляя сочувствия к подследственным и заключенным. Именно поэтому термины «садист», «живодер» снимали бы ответственность с чужих, мол, ну что с них взять, больные люди. А страшная правда заключается в том, что мы не знаем имена чужих, но если бы на их месте были 4 других сотрудников МВД, то они поступили бы точно так же с вероятностью 60-70%. Чужие это были внешне абсолютно нормальные люди, но они действовали в системе, где жизнь других людей не имела никакой ценности. И еще немаловажный момент. Психопаты действуют импульсивно, а здесь мы видим контроль, паузы, коррекцию действий. Так психопаты не ведут себя ради удовольствия. Это то, к чему приводит власть и безнаказанность. Так вот, жестокость чужих не исключает, что они были прекрасными семьянинами. История 20 века это доказала множество раз. Люди, которые были ответственными родителями, беспокоились о быте своей семьи, дорожили своими, в то же время они спокойно применяли насилие по отношению к посторонним, если система позволяла это или даже требовала. Такие люди очень заботятся о безопасности своей семьи, потому что знают лучше других, что мир жесток, и делают из этого такой оборонно-циничный вывод. Если не я, то меня. И дальше включается утешительная логика, знакомая многим, кто это слушает. Я не плохой, я просто делаю свою работу. Это необходимо, я защищаю свое, мне приказали. Кто приказал, тот и виноват. Мне нельзя в тюрьму, у меня дети, что будет с ними? Канал Ірини Коновець-Поплавської. Так что поведение чужих – это не патология в медицинском смысле и не садизм в привычном бытовом понимании, когда мы представляем себе карикатурного злодея с перекошенным лицом. Тем, кто вырос на советских пропагандистских открытках а-ля пломбир по 19 копеек, добрые милиционеры, честная служба народу, это особенно трудно принять, потому что эта картинка десятилетиями вбивалась в головы советских людей, и они до сих пор ее ретранслируют. Но реальность была абсолютно другой. Советские люди, которые шли служить в МВД или НКВД, очень быстро оказывались перед выбором. Или бежать, куда глаза глядят на раннем этапе, пока еще что-то внутри там сопротивляется,
или остаться и адаптироваться, стать частью системы, где эмпатия не просто не поощрялась, она считалась слабостью, которая мешала работе. И именно это делает ситуацию по-настоящему страшной, потому что с монстрами все просто, монстра видно сразу, его легко отвергнуть, легко от него отгородиться, а вот людей, которые вечером «папа принес конфетки», «папа меня качал на ноге», это нормальный мужик, семьянин, а днем он безжалостно укорачивал жизни или уродовал посторонних без всяких сомнений и угрызений совести, распознать гораздо сложнее. Потому что эти люди системы не выглядели угрозой. Именно поэтому первая четверка дятловцев, встретив чужих, не бросились сразу на утек. Они не почувствовали опасности, потому что перед ними были не чудовища, а обычные дядьки, разговорчивые, возможно, даже с шуточками, с привычным тоном, которым разговаривали и их родители. Даже отдых чужих, если вдуматься, был связан с лишением жизни, не людей, так животных. Это была часть их мировоззрения. Жизнь как ресурс, как расходник. Так их учили, так их сформировали за 40 лет советской власти. И когда ситуация повернулась так, что под угрозой чужих оказались их интересы, их безопасность, их собственная жизнь, они начали действовать не импульсивно и не хаотично, как психопаты. Они действовали ровно так, как были научены системой. Холодно, последовательно, методично. И не обойтись нам никак без таких лирических отступлений. Если вам они не нравятся, для вас еще есть 74 утешительные версии. Выбирайте любую.